Всем привет, друзья! Всеобщий режим самоизоляции временно лишил нас возможности снимать контент в том виде, в котором он всегда существовал на этом канале, но это не повод не снимать вообще ничего. Пока мы все лишены свободы перемещений, мы не лишены возможности общаться, и это самое главное. Герои этого выпуска сейчас так же, как и вы, сидят дома. Это менеджеры, турнирные операторы, таланты, игроки. Мы созвонились с ними, чтобы узнать, как они проводят время на карантине, что изменилось в их работе и как будет жить индустрия в этих новых условиях. В общем, оставайтесь дома и смотрите. Ребят, не забудьте включить субтитры, они вот тут внизу. Прием, прием, капитан, прием, как слышно? Приветики, нормально слышно. Леха, но мы все, мне кажется, были созданы для того, чтобы однажды пережить самоизоляцию, и в нашей жизни ничего не поменялось. Если честно, мне кажется, в быту у дотеров немного изменилось, в принципе. Играем, тренируемся, смотрим. Ну, короче, все как обычно. Hi, Ludwig. How are you? Hello. And how things are going in Sweden? Well, I'm doing pretty good, and I think it's pretty calm in Sweden so far. There hasn't been. I mean, people are worried it's a bit chaotic and stuff, but there's no big quarantine going on. There's no big lockdown. People are kind of doing their own thing still, but with just Corona on the top of their heads, I guess, in everything that they do. But for me, much hasn't changed. It's pretty much the same. So I'm doing good. Давно не слышались, давно не виделись, давно в PS-ку не играли. Да, ты, кстати, меня кинул, я забыл тебе, кстати, сказать об этом. В смысле кинул? Я тебя не кидал, просто у тебя тут пошел играть в Warzone, когда ждал Darksiders Genesis. Хорошо, мы Или Red Dead вернемся. Redemption. Как проводишь дни? И сколько времени ты уже сидишь дома? Ну, недельку где-то уже сижу дома, вообще никуда не ухожу. Угу. Вот вчера первый раз вышел в магазинчик, и все. Наверное, Россия думает, что я живу примерно на этом балконе, потому что я отсюда именно стараюсь записывать все видео. Здесь просто более-менее красивый вид, а так я, как и все, провожу очень много времени внутри. У нас, правда, можно выходить на улицу без справок и QR-кодов, но в остальном страдаю так же, как и все, всем тяжело. Ну, дела в Киеве, наверное, не сильно отличаются от дел в Москве, в Нью-Йорке, в Мумбаи. Hello. How are you? I'm okay. Life is, it's a complicated question, I suppose. I just kind of hang out inside my room and play Dota every day. All day. Работаем все. Все работают. Такой себе карантин, чтобы поработать можно было спокойно. Ну, немножко в КС, конечно, играю. С Жекой Золотаревым, да, по сеточке? Да. Да, в целом я не могу сказать, что что-то кардинально поменялось. Немножко было обидно, что отменили слам-турниры, к которым готовились, но в целом работа идет. То есть большинство наших составов сейчас участвуют в онлайн-турнирах. Медиасъемки немного мы притормозили из-за невозможности банально доехать на буткемп. А если говорить про коллег моих из бэк-офиса не игроков, то работы стало в 2 раза больше. Рассказывай, как ситуация застала вас врасплох? Как у вас дела? У тебя как дела? Она застала врасплох, потому что я была уже на Мальте перед нашим турниром. Это ESL Pro League, который должен был пройти на Мальте, а финал должны были пройти в Денвере. И я приехала туда заранее, как бы насладиться морем, погодой, плюс дела порешать там некоторые нужно было. И в итоге турнир отменился, и я такая сижу на Мальте и думаю, что же мне делать? Но в итоге решила все-таки полететь домой. С билетом был полный капец. В итоге я летела через Стамбул с пересадкой, и достаточно дорогой билет был, очень дорогой билет был. Ты, получается, на Мальту-то ты одна полетела, то есть самая первая, то есть команда не успела улететь на Мальту в тот момент? Нет, я их отправила домой, чтобы они немножко отошли от того, что мы проиграли, не прошли на минор. Вот. А потом они должны были прилететь непосредственно к турниру, но не прилетели, потому что... Ну, я была, кстати, одной из первых, кто вообще сообщил ESL и командам о том, что Мальта закрывает границы для некоторых стран. Там была Германия, Франция и так далее. И вот после этого ESL
решили, что нужно, видимо, переносить турнир онлайн. Так получилось, что после саммита ты прилетел в Москву и, собственно, все, отделился от своей команды. С тех пор ты в Москве, они играют без тебя, там у них замена. В общем, как это все произошло, вот это решение, что ты все равно улетаешь в Москву, как бы в Америке ты не остаешься? Так получилось, что у нас был саммит, и после саммита мы должны были вылететь на мажор. И в этот момент вышла новость, что границы в Америке закрывают. Ну, так как я не живу в Америке, ну, то есть я туда приезжаю, играю, там квалификации, буткемплюсь, но я там не живу. И езжу домой, вот. Ну и Крит тоже. И вы, то есть, подумали, что все-таки лучше вас двоих отправить по домам, чем вы будете торчать в Америке все это время? А мы не знали, как все сложится, если честно, вообще. Есть очень большой ряд вещей, которые влияют на показатели, на результаты команд. Опять же, когда ты не можешь собрать всю команду вместе из-за пинга, интернета. Сегодня интернет хороший, завтра плохой. У нас, вот, например, в КС есть иорданец, у которого иногда пинг отличный. Вот мы недавно играли матч, у него был пинг ужасный. Плюс админ подстроил пинг под все команды. Вот. И у него для него этот сервер очень был плохой. Но мы поменять не могли, потому что для другой команды это хороший сервер, и для других игроков тоже. В общем, вот это еще начинается штука, которая... Ну, плюс вот это зачиты и так далее. Как бы тут, можно сказать, теперь можно ждать рандомных результатов от многих команд, к сожалению. Слушай, а меня вот еще волнует такой вопрос. Как Bucket, с каким пингом вообще играет? Он же как бы в другой стране находится. Да, есть такая проблема. У него обычно он говорит, что пинг был в районе 80-100, когда не было большой нагрузки на интернет, как сейчас. А сейчас у него бывает и 140 пинг, и то есть ему тяжело играть эти матчи. Ну, что поделать. It's a bit strange to play something that means a lot online. Like qualifiers are important, but there's no direct like prize pool, and the competition isn't super high. I mean, teams try in qualifiers, but they don't show their absolute best. But now it's going to be completely different. We start playing tomorrow, so I'm eager to see how it's going to go. How are we going to handle playing from home? Because it's a different thing playing from home. And do you have any problems with ping between the countries you play? I think we're quite okay playing on Europe. Luckily, I mean, last season, for example, if this thing kind of happened, we wouldn't have been able to play with our roster because we had one guy from Malaysia back then. But now we're all in Europe, so we should be fine with ping. Right now you're in Kiev, and your family lives in Florida and Maryland. Yes, do you have any news from there? I mean, I know my family's on lockdown. You know, no one's really leaving the house at all, except for excursions out to get groceries. My stepmom has like a delousing station set up that if anyone exits the property at all, you have got to like scrub down, burn your clothes, not burn it, but you get what I mean. It's very, they're taking it very seriously. And I'm happy about that because I was pretty adamant that this is something we needed to take seriously. And the reason I'm in Kyiv is because I figured America would probably be one of the worst places to be, if not the worst. And unfortunately, it looks like the government's trying to prove me right. So, yeah. Where are your teammates now? I think everyone's at home for now. So, I mean, I'm in Sweden, Clemens in Estonia, Izid's in Jordan, Lasse's in Finland, Isha's in Poland, and Hein's back in Korea. So everyone kind of just went home. I mean, we're that kind of team that we don't have a location that we gather at anyway. We don't have a team house or bootcamp place or anything. So most of the time when we're not traveling to a tournament or we're prepping for a tournament, we'll all be at home. And so that's where everyone is right now. Сейчас уже можно сказать, что DPC сезон вот этот 19-20, он по сути закончился, да, после второго мейджора? Блин, я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что Valve что-то придумает в этом направлении и как-то доразыграют DPC оставшиеся, иначе как, собственно... Ну хорошо, а какое решение Valve, например, для тебя вот было бы вот удовлетворительным? Вот что им надо сделать, чтобы ты подумал, блин, круто ребята придумали вот сейчас выйти из ситуации? Ну смотри,
Я думаю, что сейчас в тестовом режиме должны провести вот эти лиги, которые ESL уже началась. Насколько я знаю, еще будет несколько лиг в таком же онлайн-формате. Непонятно, когда все эти карантинные дела закончатся, но я думаю, что однозначно, если продолжится карантин, да, надо проводить в онлайне такие же лиги. Ну, я думаю, что должны разыграть DPC, это будет честно. За полгода, например, в таком режиме вообще же, да, непонятно будет, то есть где какая расстановка сил. Ну да, есть такой момент. Ну, все равно, я думаю, хотя бы по одному инвайту на регион точно можно выдать, основываясь на каких-то, то есть, да, то есть провести какие-то региональные. Вот. В принципе, инвайты могут раздать по заслугам команд. Ну, тоже верно. Но это нечестно по отношению к тем, кто уже выиграл DPC, да? То есть уже есть сколько там, 3 или 4 команды уже математически попали на да, да. Вот, то есть какое-то нужно такое решение, которое всех устроит, здесь искать для Valve. Да и непонятно, будет ли инт и когда он будет. Вот да. Вот будет ли. Но вам вообще пока не намекают, да, даже ни на что, типа по поводу того, что, может быть, перенесут его там или еще что-то. Прислал или да. смс-ку? Да. Не, смс-ку не прислал. Можешь рассказать вообще, как вы готовились к ESL в Лос-Анджелесе? Он отменился, но все к нему готовились, а как подготовка шла у вас? Я бы не сказал, что я был прям полностью доволен той формой, к которой мы подошли бы к турниру. То есть, ну, я уверен, что мы потом это добрали, у нас была небольшая неуверенность, и я уверен, что мы бы от нее избавились в первые дни на турнире, но, тем не менее, как бы она мне чуть парила, да. А так вообще, ну, тренировочный процесс как бы шел хорошо, как бы пустую время не тратили, знали примерно, что тренируем, что хотим. А то, когда об этом узнали, да, это был вообще шок, честно говоря. Ну, я просто проснулся утром, позвонила Лида, сказала, что все, собирайся, ты едешь домой, турнира не будет. Я такой, типа, чё, ну, начинаю вставать, говорю, Андрюх, чё случилось, что турнир отменили? Он говорит, да не, Андрюха спит, утро. Он говорит, да нет, что ты несешь, ложись спать, все нормально. Ну, короче, там была непонятка небольшая, потом мы когда все узнали, да, оказывается, что уже все скоро домой. Пока не закрыли, там, по-моему, на днях как раз таки закрывали границу. Да, ну, короче, там быстренько там все это. В общем, да, это был шок писец. Понятно. Такое ощущение было, что вот последние 2 недели были потрачены просто впустую. Evil Geniuses, получается, уже с заменами выиграли сейчас, ну, вот этот турнир. Как вы вообще обсуждали это внутри, там, сложно им было без тебя, да, там, или нормально они там справляются, ну, как вообще там, ты им помогаешь, не помогаешь дистанционно, как-то вы что-то там, переговоры какие-то у вас, может быть, происходят? Да не, мы... Ну, как бы Бульба у меня там спрашивает, что там, он же на моей роли играет, типа. Да, мы созваниваемся каждую неделю, там что-то обсуждаем, но тяжело, то есть... У тебя не было... По факту вышел новый патч, ты особо нигде не встречался с самой командой, вы не обсуждали прям, как вы будете играть, да и в этом особо нет смысла, потому что мы не играем вместе. Ну, чисто общаемся, да, смотрим, как ситуация сложится. У тебя сейчас какие планы? Я правильно понимаю, что у тебя какая-то такая произошла передышка, потому что ты же очень-очень-очень много летал, и все равно сейчас побыть дома какое-то время, даже в целом для здоровья полезно, и глобально, как бы, лично для тебя. Но план какой? Вот что вы сейчас дальше будете делать? Потому что неизвестно, насколько закрыли границы. Нет никаких планов, ничего не делать вообще. Типа, я сижу, чилю, когда будут какие-то новости, я узнаю о них первый, наверное. А мы вторые. Ну, от своей команды, имею в виду. Вообще непонятно, сейчас ничего... Насколько это все продлится? Сейчас же закрыли еще Москву на месяц. I'm getting very bored playing from home. I mean, we haven't even started playing it. We start playing tomorrow in our tournaments. But it sucks not being together and trying to compete and trying to keep up with competitive Dota. It's a lot different playing from home, and missing out on like going to LA for the major was pretty sad because I think we're all quite excited and eager to play that tournament. But now we're just stuck at home. Хорошая мышка. Сыр будешь? Ешь. Ну что, коллега, протестируем вакцину на подопытном.
поехала кукуха. Ты уже не знаешь, чем себя занять? Тебе нужна мышь. Мышь. Твой верный спутник в сетевых сражениях, защите трона и захвате базу. А мышь Logitech G502 Hero — это не просто гаджет. Это вышка. Logitech G502 Hero может удовлетворить все твои желания. G значит геймер. Logitech значит киберспорт. Эта мышка разработана совместно с лучшими игроками планеты. G502 Hero – самая продаваемая игровая мышь в мире. Знаешь, кто снабжает девайсами Navi? Ты уже догадался. Logitech G. Высокоточный и быстрый сенсор Hero 16K позволяет моментально находить цель и никогда не кликать мимо. На 11 программируемых кнопок можно назначить любые команды и макросы, все нужные спеллы и предметы. Это же просто мечта дотера! С помощью грузиков ты можешь настраивать вес и баланс веса под себя. Твоя рука не устанет даже после часовой катки. Учишься? Работаешь? Сверхбыстрое колесо прокрутки работает в 2 режимах и может за секунду пролистывать 1000 строк. Вау. Удобно. Любишь, чтобы все было красиво? Технология LightSync позволит выбрать и настроить подсветку, а также синхронизировать с другими устройствами Logitech G. Более 16 миллионов цветов. Хочешь ее? Я знаю, что хочешь. Все очень просто. Заказать эту мышку по выгодной цене ты можешь на сайте eldorado.ru. Доставка бесплатная и, самое главное, бесконтактная. Ну и, конечно же, у меня есть промокод MARPLE2000, дает тебе скидку в размере 2000 рублей на покупку Logitech G502 Hero в Eldorado в течение месяца с момента выхода этого выпуска. Переходи по ссылке в описании и узнай больше о своей новой мышке. Киберспорт отчасти немножечко возвращается к тому, к чему он, к той стадии, в которой он был там пару лет назад, но уже на там совсем другом уровне продакшена и качества контента. In case of pandemic and coronavirus at all, how will the work of an English languages studio be built if many talents are in different parts of the world? I think you just do off-site coverage, right? I mean, worst case, you get people green screens. We can pretend like we're all in the same room. I think that of all the industries, esports is uniquely prepared for handling this sort of crisis because before we had all these big tournaments and LANs, you know, this is what it was. It was just dudes at home casting games that were taking place online. So yeah, maybe we've got to time travel back a few years, but this isn't anything uncommon. And I don't think broadcast quality is going to be too impacted. It's just unfortunately we won't have that live arena with fans in it anymore. That's what's really going to be missing. Ну, сейчас все, скажем так, познают эту новую реальность, поэтому я думаю, киберспорт в этом плане гораздо более гибкий. И если мы видим, что, например, там футбольные клубы, многие из них там уже договариваются с игроками о понижении зарплат, потому что они очень сильно зависимы от матч-дэя, то есть от того, что люди ходят на стадион, люди смотрят их игры, и, конечно, у них доходы очень резко упали. В киберспорте ситуация, конечно, тоже сложная. Понятно, что многим сейчас будет тяжело, но источники дохода киберспорта не так сильно подвержены влиянию того, что сейчас происходит, поэтому будем надеяться, что все оттуда выйдут сильнее. По сути, если все будут играть и смогут перестроиться на не только игру, но и работу в онлайне, и это касается игроков, работу я имею в виду, наверное, и выполнение в том числе там спонсорских обязательств или каких-то обязательств перед лигами и турнирами, то я надеюсь, что никаких финансовых последствий не будет. В данном случае огромный груз ответственности находится на плечах у паблишеров. Организации довольно просто могут построиться, я имею в виду киберспортивные клубы, не турнирные операторы, именно клубы, к тому, что будет. Да, я имею в виду турниры, где мы можем участвовать. Будем ждать. Мы делаем внутреннее ревью, пожалуй, каждую неделю на предмет того, куда мы пойдем с точки зрения бизнеса, куда мы не пойдем. Смотри, в недавних интервью ты говорил, что Na'Vi работают, плюс-минус в ноль, но в этом году вы хотели получить такую небольшую прибыль, да, выходить в плюс. Как-то поменялась ситуация с приходом такого режима? Или вы все-таки у вас есть какой-то план, да, там, который, в принципе, выполним? На сейчас абсолютно выполним, но очень много зависит от того, насколько ситуация затянется.
То есть, если это будет 2-3 месяца, я не думаю, что что-то глобально с точки зрения финансов для Na'Vi изменится. Если пандемия мировая затянется, то тут вообще сложно прогнозировать что-либо. Но мы для себя определили просто там стратегические направления, которые сейчас будут наоборот актуальны. Это, ну, в частности, там медиаправа и стриминг. Вот. А спонсоры, конечно, мне кажется, будут выбирать более выжидательную позицию. Я имею в виду новые. Что касается текущих, ну, наверное, большинство клубов, топ-клубов подписывают контракты не на месяц, не на 2, не на 3. Они обычно там год, иногда 2, иногда даже больше. Поэтому я не думаю, что будет какой-то сиюминутный эффект для клубов в разрезе спонсорства. Но если ситуация не нормализируется и будут эти ограничения мировые действовать еще, не знаю, 3-5 месяцев, то, конечно, может все поменяться. Некоторые клубы сейчас пересматривают ЗПшки игрокам. У вас были подобные разговоры, может быть, ну, если даже не решение или не обсуждение этого, то, там, не знаю, в теории, да, что, типа, если ничего не будет меняться, то, может быть, пересматривать или как вообще? Слушай, ну мы без работы не останемся. Я так понимаю, что у нас, я же говорю, сейчас уже одна лига началась, вроде как еще 2 запускаются, то есть матчей будет много в онлайне. Да, ланов нет, но как бы мы играем, очень много тренируемся, не знаю, то есть насколько это справедливо резать ЗП. Надеюсь, что нас это не коснется. Сидим на зарплатке. Я не думаю, что мы будем снижать заработные платы. Тут логика очень простая. Если бы игроки сейчас нигде не участвовали, у нас не было бы никаких спонсорских обязательств, то есть состав простаивает, тогда в этом есть логика. То есть это понятная логика для футбола. У тебя сейчас футболисты не бегают, поэтому они, по сути, как бы в режиме паузы. У нас, наоборот, все составы играют, поэтому к этой мере мы не прибегаем. Но, скажем так, из-за того, что я не знаю, и вообще, в принципе, никто не знает, как будет вести себя экономика дальше, как будет вести себя вирус, наверное, имеет смысл зафиксировать определенный курс, да, изменение колебаний курса, после которого нам нужно будет пересмотреть заработные платы, если этот курс, не дай боже, там станет 100 рублей к доллару. Мы пока оставляем все как есть. Это касается и игроков, и стафа. Понятно, что держим руку на пульсе. Это, опять-таки, будет зависеть от факторов. Может, если клуб будет нести какие-то прямые потери, связанные с коронавирусом, я думаю, что, конечно, мы тоже будем там вынуждены такие разговоры поднимать с стафом и с командами. Но на текущий момент нет, не планируем. Это, я думаю, дело личное там каждого клуба. Мы и работаем в прежнем режиме, просто в онлайне, то есть нету каких-то ролей в клубе, которые, выпали. Как вы готовитесь в реалиях нынешнего времени к новым турнирам? Что у вас вообще, как происходит процесс? Да, на самом деле мы просто вернулись в те времена, когда это, раньше все так и происходило, как сейчас. То есть ты просто сидишь дома, играешь в КВшки, по домам, потом играешь турниры также, тоже из дома. Просто все из дома сейчас все происходит, сейчас ничего такого не... для кого-то все необычно стало, а для кого-то просто все вернулось на круги своя, скажем так. Ничего такого необычного не происходит. Просто дома постоянно. Понятно. КВшку доиграл, пошел, борща похавал, так сказать. Там вот это вот, знаешь. So, what do you think how talents will work out of the tournaments sitting at home in their underpants? I said this to the fact that live communication and interaction among themselves offline is completely different than taking via Discord, for example. So, what do you think? I mean, personally, even if I have webcams on, I love taking meetings with nice clothes on top and underwear on. Business on top, party on the bottom. And I would be very disappointed if any broadcasters do not take this opportunity to stream in their underwear. I think it's freeing. I think it's an experience to be cherished, especially if you're getting paid for it. Live a little. Let them breathe.
That's what I say. I've missed you all very much. I wanted to get out ahead of this, though, very quickly. I've been getting a bunch of questions as to how stuff's going to be different now that I'm casting everything that I usually cast online instead of at a studio. And I just want to let you guys know nothing is going to be different except for one thing. And that is I'm not going to wear pants. I'm not going to be wearing pants during any of these tournaments at all. I'm not wearing pants right now. I'm sure we'll find ways to make it interesting. And the event, we play involves a lot of the English guys. I'm sure Rich can be counted on to do something stupid, even if he's across the ocean. And that will hopefully create some laughter and reaction from the Twitch chat, as he does really know how to reach them on a personal level. Наличие Ани и Аки вот у тебя во время как бы вот сейчас тренировочного процесса, да, и там и официалок, оно тебя как бы наоборот делает лучше тебе, или ты наоборот такой типа расслабляешься в домашнем режиме? Мне кажется, более продуктивно все равно на буткемпе тренировочный процесс проходит. Ну, дома тоже есть как бы свои плюсы, действительно, да. То есть семья рядом. И, ну да, немножко расслабончик есть, но в целом нормально, рабочая атмосфера. Кстати, все как на буткемпе. Я просыпаюсь, играю... смотрю 2 серии Мир Дикого Запада, иду играть ММы, играю КВшки, а дальше по ситуации. Либо я играю ММы, делаю что-то, типа там могу в Диабло пойти поиграть, либо я играю ММы и еще что-то там другое делаю. Вот Doom Eternal недавно допрошел. Либо я не играю ММы, потому что у меня там просто не хочу, настроения нет, и иду тоже там чем-нибудь заниматься интересным. Ну, я, короче, нахожу чем заняться. В связи с тем, что сейчас такой режим ввели в Москве, в частности, как изменилась твоя жизнь? Чего тебе не хватает больше всего, сидя дома? Ну, наверное, сейчас погодка хорошая, весна. Хочется иногда на улицу выйти, там, прогуляться, что не поделать. С ребятами там увидеться. Но ничего страшного, я всю жизнь так сидел дома, и особо для меня ничего не появилось. Хорошо, назови топ-3 игры, которыми можно скоротать время, пока сидишь дома, ну, помимо Доты, естественно. Блин, ну, Вовка какая-нибудь, линеечка, там, перса покачать. Диабло там. Сейчас в Диабло играешь? Ну так, иногда сижу по фанчику, когда игра в Доте ищется. Я, например, вот прям удовольствие получаю, играю в КС. Очень давно, много лет не играл, сейчас прям вернулся. Вот, скоро на турниры буду готов записываться. Как я спасаюсь дома? Так. Как я спасаюсь дома? Как? Вот так вот спасаемся. Просто стоит как бы Counter-Strike или, знаешь, City Skylines какой-нибудь. И нормально можно спасаться. Ну, слушай... И двери в эту комнату закрываются изнутри, и я как бы могу закрыться, знаешь. Делаю часовую тренировку, потому что просто если ты сидишь весь день дома и там просто ешь, то, скорее всего, через месяца 2 ты превратишься в колобка, поэтому это тренировки где-то по часу, по 40 минут в день. Книги читаю, какие-то сериалы по вечерам смотрю, если нет турнира, либо там работа плюс-минус сделана. Общаюсь очень много с женой, мы там всякие игры ставим на двоих. Если честно, на самом деле так много играем, что отстаешь из-за компа и ничего не хочется. Хочется врубить Сирик и уснуть просто. Не знаю, понимает вообще народ или нет, сколько в нынешних реалиях профессиональные дотеры уделяют времени тренировкам. А вот расскажи. Ну, блин, во-первых, конкуренция очень возросла, то есть, да, очень много молодых сейчас появилось на про-сцене, которые жмут фэн-матч, как бы не переставая, и как ни крути, то есть ты тоже должен персональным тренировкам уделять много времени. То есть мы все играем матчмейкинг, помимо того, что играем в районе 6 кланваров в день, плюс бывают официалки, какие-то разборы. То есть, ну, я говорю, стабильно в районе часов 10, а то и больше, посвящаем дотке. Вот, друзья, человечек вообще-то на самоизоляции не отдыхать. Пока вы думаете, какой Сирич скачать, посмотреть, Лешенька работает, сидит, играет доту. Бороду отращивают, посмотрите на видосе. Watching CS qualifiers over the past few seasons, I feel like they're always quite high skill and they're always really intense, and there's always a few like dark horse teams, you know, that
that kind of just pop out, and all of a sudden they're competing, and then eventually maybe they lose to VP and Navi in the end, but they still like kind of just show up, and I think that's really exciting to get to play against them, because in Europe, I think the tier 2 scene has suffered a bit because the tier 1 scene is so strong. There hasn't been so much room for other teams to kind of go through. And I mean, the same thing kind of applies to CS, where like I think the major slots have kind of been dominated over the past few seasons. But I do still think that there's a lot of talent, and there's a lot of bright players on a lot of CS stacks. Ярик, ты, наверное, среди всех, да, наших знакомых в киберспорте вообще словил комбо. У тебя там не просто клуб, не просто там компания, не просто агентство, у тебя все вместе. У тебя и группа компаний, куда входит и киберспортивный клуб, и компьютерный клуб, и... Да, все вместе, да. И агентство, да, и ты сейчас как бы с Бластом, да, повязан. Давай по порядку начнем. Начнем с клуба, вот именно который, ну, физический клуб, где люди играют. Он же сейчас стоит закрытый, верно? Все 16 по всей России стоят закрытыми. Вот как тебе такое? Расскажи. Ну как, мы просто заранее, на самом деле, ничего критичного такого прям большого не было. Мы заранее понимали ситуацию, писали арендаторам просьбы: чуваки, что-то делайте, пожалуйста, переносите аренду и прочее. Так что, когда реально все началось, там новый месяц подошел, когда уже там выручка реально упала, мы уже к тому моменту не платили там по аренде ничего примерно. Вот. И было полегче. А сейчас вообще все сидят, потеют, сдают компы в аренду. Домой можно комп взять. Это прикольно. Ну, первый день что там 10-15 заказов, сейчас там их по 20, по 25 в день. Летает просто люди там на неделю, на 2 берут, на месяц, там вот такие тарифы типа есть. Ну, перейдем теперь, наверное, к делам агентства. Есть такие компании, спонсоры, у которых, например, были какие-то там бюджеты и планы на выход в киберспорт, и они передумали, да, там, ввиду этой ситуации? Здесь я, наверное, там такой самый пессимистично настроенный с точки зрения того, как будет дальнейшее двигаться, да. То есть я думаю, что еще пока не шлепнул по рекламному рынку никак, потому что нового квартала еще не пришли обновленные планы там, по порезанным бюджетам, не пришли, самое главное, переносы, запуск каких-то продуктов, под которые обычно и начинается большая рекламная кампания. Да, там, ну, условно, я не знаю, там, связано с логистикой, обещал Honor выпустить телефон, я сейчас без привязки к какому-то бренду просто говорю, да, там, он не приехал, это значит, они не потратят денег на его рекламу, значит, деньги идут до агентства, там, ну, понимаешь, да, конечно. Цепочку. И вот сейчас пока еще не прилетели даты переноса релизов продуктов крупных, те же игры уже съезжают, это гигантский кусок маркетинговых бюджетов, да, там перенос одной игры, второй, третьей, Last of Us 2, перенесли, а под это у нас там даже какое-то мероприятие, типа, например, в Арене проводилось. Вот. И переносит кино много, которое является там важным рекламодателем, и для них геймерская аудитория супер важная. Тоже как бы сейчас съезжают релизы там вообще в никуда, Top Gun там сейчас, например, с июня переехал, там, по-моему, на декабрь вообще, или на ноябрь, на конец ноября. Это тоже, типа, все еще начинает раскручиваться. Вот мы где-то, наверное, в конце апреля будем реально уже понимать весь общий ущерб, который там, вся эта пандемия, которая помножилась у нас на курс доллара и цены на нефть, как она реально там, типа, отразилась на всем положении вещей. Потому что пока глобальной паники нет. Окей, есть эндемичные, да, вот эти все спонсоры, которые, ну, либо сократят бюджеты, либо еще что-то, да, там пересмотрят, перенесут на другой квартал, еще как-то будут выкручиваться, но не уйдут как бы из индустрии. Но что ты думаешь о тех неэндемичных, да, спонсорах, брендах, которые, типа, хотели войти, но теперь непонятно. То есть, наоборот, да, это спровоцирует то, что вот онлайн живет, да, и там киберспорт не загнулся целиком. Наоборот, их сподвигнет, да, вступать в какие-то там дела совместные. Либо, наоборот, они подумают, ну нет, сейчас не то время, типа кризис. Вот ты как думаешь, будут как бы посторонние бренды вливать сейчас деньги в компании киберспортивные, рекламные, или нет? Слушай, я думаю, что здесь есть два момента. Первое, неэндемичные бренды, они приходят в киберспорт не потому, что это хайп и тренд, а они делают это исходя из... Ну, некоторые это делают из-за этого, но если мы там говорим о таких брендах, как Head & Shoulders, например, да, там в их контракте с Рамзесом или там Соло и Жилет, они это делают на основании очень глубоких метрик и на основании того, что они видят, что в киберспорте есть аудитория, которая им интересна. Ну, типа на бренд awareness работают они. Или, да, как Mercedes, например. Ну да. Глобально ситуация с вирусом никак не повлияет на это.
Более того, в ситуации, когда, как бы скажем так, в любой кризисной ситуации выигрывают, как правило, те, у кого есть более эффективное с точки зрения соотношения цены-качества предложение. И в этом плане киберспорт, очевидно, может, наоборот, даже испытать определенный приток спонсоров, потому что реклама на ТВ также будет оставаться очень дорогой, а киберспорт все-таки порог входа все еще достаточно низкий, он уже там не такой там маленький, был несколько лет назад, но все равно достаточно низкий, и поэтому это, в принципе, открывает окно возможностей. Посмотрим, как сумеет ли киберспорт этим воспользоваться, и посмотрим просто на глубину кризиса, в который мы вошли. Я думаю, что отличная возможность для продакт-плейсмента есть на стримах Шадовеха. Да, Шадовеху нужны спонсоры. Мерседес, позвоните ему. Да. Ну или хотя бы Мивина, чтобы бесплатно просто... Мивинка. Сейчас в эти времена, знаешь, Мивинка — это на вес золота. Я все еще жду звонка от Доширак, кстати, но не звонят. Корона Экстра. Корона Экстра, да, это ты амбассадор этого бренда, Роман. Ты также человек, который отвечает, грубо говоря, за Blast, да, в нашей стране и не только. В Москве Blast вот этим летом должен был стать, одним из самых крупных киберспортивных турниров, очень ожидаемым, как и прошлый. Что с ним? Как обстоят дела у вас с этим? Вышел уже анонс о том, что Blast он пройдет в онлайн-режиме, так правильно будет сказать, он пройдет онлайн, и шоу-даун, это предваряющий этап, и финал весеннего сезона московский пройдет в онлайн в те же даты, что и было запланировано. А мы сейчас работаем вместе с Blast'ами над тем, чтобы придумать что-то клевое для Москвы в этом году, по крайней мере, попытаться это сделать, потому что сейчас очень маленький горизонт планирования. Он непонятно пока, непонятно, что будет, например, в конце лета или там осенью точно, потому что еще там на это влияют десятки факторов, вплоть до цен на авиабилеты в эти даты. Ну а вот если про турнирных операторов, вот как ты думаешь, как им сейчас, если уж не в плюс, то хотя бы в ноль работать или там в минус не уходить, вот на чем они могут там pay-per-view или там как, какие могут они меры вводить, чтобы зарабатывать бабки? Мария, во-первых, я очень рад, что в твоих вопросах появились слова вроде pay-per-view. Это, безусловно, говорит о... Что мы готовы с тобой к игре в квиз, плиз, да? Да. Слушай, турнирным операторам, безусловно, тяжело. Подумай просто, например, об эпицентре у них. То есть понятно, что такие мероприятия, они готовятся сильно задолго. Да. И, конечно, это безусловный форс-мажор. То есть если говорить прямо, да, там, когда Сергей Собянин принял решение о том, что коронавирус является форс-мажором, я думаю, это очень помогло эпицентру в переговорах с Ледовым дворцом, с ЦСКА-арена, о том, чтобы там, либо вернуть депозит, либо как-то перенести его на другой период. Это как раз пример того, как бизнесу помогает вот этот форс-мажор. Сейчас тяжело понять, когда у тебя рабочий день, когда у тебя не рабочий, особенно в киберспорте. Потому что у тебя понедельника по пятницу это регулярная работа с теми, кто привык работать в офисе. Начинается суббота-воскресенье, у тебя турниры, это значит, что ты все равно общаешься с игроками, смотришь все эти игры. Ты, по сути, тоже работаешь, потому что SMM-команда в выходные во время турниров явно не отдыхает. Она должна очень быстро реагировать на ситуацию с результатом, комментировать посты. То есть работа движется нон-стоп. В карантине можно эффективно работать удаленно. И то, что много лет назад многие компании, организации говорили, что так делать нельзя, удаленно никто работать не может, и эффективность падает, а на самом деле она не падает. То есть многие вещи можно также делать. Поэтому я ожидаю, что многие организации пересмотрят свой подход после окончания пандемии. По крайней мере, я бы так сделал. То есть я бы не ставил крест на удаленной работе. Понятно, что проблема, пандемия — это такой вызов серьезный, но тем не менее во всем надо искать положительное, и это хороший период для того, чтобы побороть какие-то свои там вредные привычки, не знаю, обжорство, заняться спортом, заняться саморазвитием. Ты можешь сейчас набраться кучи знаний, кучи всяких интересных опыта, да и вообще наслаждаться жизнью в замедленном темпе и прислушиваться к себе, что тебе хочется в своей жизни, что ты хочешь делать, как ты хочешь жить. Там, например, не знаю, заниматься. Я люблю рисовать. Вот мне до этого никак не хватало времени, но сейчас я стараюсь почаще это делать. Do what you can, right? Try to find ways to work from home. Try to throw in some push-ups in between your Dota games. And above all else, just, be prepared. Hope for the best, but prepare for the worst. And also,
it's going to be a tough time for all of us mentally, and don't feel guilty if you gain weight or you don't get a side hustle. Sometimes just getting through things is enough. I loved my lifestyle. I had friends all over the world. I never spent the same month in the same city. I was constantly bouncing around, and now I live in Kyiv, and I probably will for the next 6 to 12 months. You gotta just do what you can, make the best of it, and it's just how it goes. Yeah, I mean, I hope everyone's doing well. I think you guys have a lot stricter regulations and stuff like this when it comes to the whole situation, and I hope you're dealing with it as well as you can. Yeah, apologies if you were in my pub games, because I've been ruining a lot of games lately. Постарайтесь объяснить мамам, папам, бабушкам, там, и дай бог прабабушкам о том, что им реально стоит внимательно относиться к тому, что происходит. Ну и, наверное, самое главное еще заключается в том, что внимательно отнеситесь к своему источнику дохода, к своей работе, потому что сейчас это как никогда важно. Поэтому не забывайте об этом, не филоньте на работе. То, что вы сидите дома, не значит, что не надо работать. Работайте много, как Маша, и с вами все будет хорошо. На самом деле, просто берегите себя и берегите очень близких. Во время этой самоизоляции. Прям следите за всеми, кого вы любите, и почаще звоните родителям. Избегайте, так сказать, контактов с людьми, не подходите никому. Ну вообще, кстати, четкая тема — это то, что вот эти вот маски, которые все надевают. Так. Самая четкая фишка этой маски, то есть, есть же просто одноразовые, да? Да. Но даже одноразовые тоже иногда стоит носить. В чем фишка? Когда на тебе эта маска, ты не трогаешь свое лицо, потому что оно под маской. Каждый раз, когда тебе хочется почесать нос, там что-то там поделать, там поковырять, на тебе маска, ты это сделать не можешь, и твои руки как бы не могут туда попасть. Так что вот, носите маски. Четкая тема. Можно отдохнуть, зарядиться положительными эмоциями от общения с семьей. Действительно, можно что-то почитать, посмотреть, изучить. Простор для полета фантазии просто нереальный. Наслаждайтесь этим временем, проводите время с семьей, не болейте, все будет хорошо. Лешечка, спасибо тебе большое. Мы очень соскучились по тебе, по команде, по тем светлым временам, когда мы все были вместе на буткемпе, на турнирах. Это взаимно. All this shit will be finished. I look forward to doing some shots again sometime soon, Evgeny. Maybe some pelmeni, some vareniki, some borscht. I'm so ready for borscht. I miss it. Берегите себя и своих близких. Чё? Ребят, старайтесь разнообразить ваше совместное времяпрепровождение с семьей. Например, покажите папе, что такое Counter-Strike. Научите маму играть в Sims. Можете бабушке с дедушкой установить Farm Simulator. А еще настало то самое время, когда вы можете пересмотреть все выпуски на канале Mrs. Marple. Голы, хэфы. Все, давайте, покеда.